Продолжаем изучение меню Project. Добавим файлы в меню Project. Нажимаю 2 раза кликом, вызывая меню добавления. И выделяю несколько видео. Импортируем в меню Project. Информацию о каждом файле вы можете получить таким вот образом. Выделить любой из этих файлов, информация будет размещена сверху. Также здесь аудиодорожка, сама композиция и данные о композиции. Здесь также, если вы хотите более узнать о композиции или о файле, который вы импортировали, вы отодвигаете вот меню Project. И здесь уже более детальная информация. Если прожать правой клавишей мыши сюда и вот в эту колонку, которая называется Columns, выйти, вы можете добавить еще какую-нибудь информацию, которая вас интересует о файле. Так, задвигаю я все обратно. Давайте создадим композицию. Создали. Вот композиция. Если вы хотите создать композицию ровно с теми же настройками, которые эта композиция, вы можете таким вот способом сделать. Composition, New Composition. И набирать все те настройки, которые здесь указаны. Но есть более упрощенный способ создания композиции с теми же параметрами. Выделяем тот файл, на который мы ориентируемся. Вот он, да? Зажимаем левой клавишей мыши и ведем на эту иконку, которая создает композиции. И у нас создалась та же композиция с теми же настройками, которые вот мы хотели создать. Получается у нас две композиции. Чтобы переименовать файл в меню Project, выделяем, нажимаем кнопку Enter и набираем. То есть, выделяя, нажимая кнопку Enter, у нас получается такая строка, где мы можем изменять текст. Так, возвращаю все обратно, Ctrl-Z. Так, добавим несколько файлов. Добавим сюда в меню несколько файлов. Так, удаляем одну из композиций. Давайте удалим ее. Ну вот и сюда и добавим тогда. Вот, сюда добавляем файлы. Допустим, чтобы сделать дубликат любого объекта, любого файла в меню Project, выделяем его и нажимаем Ctrl-D. И нажимаем столько, сколько раз вы хотите сделать дубликат этого файла. Так, возвращаюсь обратно. Ctrl-Z, Ctrl-Z. То есть дублирование у нас происходит с помощью клавиши, сочетания клавиш Ctrl-D. Если вы изменили в папке что-то с файлом, то есть какое-то изменение внесли, вы должны нажать правой клавишей кнопки мыши на тот файл, который вы изменили, и перезапустить его. Reload footage. Он обновится, и все изменения ведутся уже в этот файл. Есть такой метод прожать двумя кликами на файл. Давайте прожмем. И у нас появилось это видео здесь, в меню Composition. Если вы хотите его добавить сюда на таймлайн, не полностью весь, берем маркер времени. Давайте вот этот объект добавим, например, маркер времени. И добавим
ту часть, которую мы хотим добавить, да, то есть ставим сюда маркер времени, выделяем такую скобочку, обрезая, сюда прокладываем, сюда доводим маркер времени и закрываем этой скобочкой. Так, вот у нас отрезок. Есть два способа добавить сюда. Давайте-ка сперва выделим, куда мы хотим его добавить. Вот сюда, да, например. Вот, маркер времени я поставил сюда. Возвращаемся к нашему футажу. Вот он. И есть два способа добавить его сюда. Вот они. Insert и Overlay. Прожимаем Insert. Вот таким образом он добавился. Вот он, этот файл. То есть он обрезает все файлы, которые были. И вот смотрите, что происходит. И оно продолжается уже после этого видео. Так, Ctrl-Z. И есть вот такой вот способ. То есть он будет накладываться поверх этих файлов. Вот он. Он наложился сверху. То есть если я укорочу его, вот, он наложился сверху. Смотрите, что происходит. Этот файл, который мы обрезали, на самом деле он далеко не обрезан. Мы можем его регулировать на таймлайне. Если подвести курсор мыши к краям этого файла, появляются две стрелки. Зажимаем левую клавишу мыши и растягиваем. Либо укорачиваем. Либо растягиваем. Идем дальше. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, вернулись. Если вы хотите найти файл в вашем компьютере, который размещен в меню Project, давайте, например, этот файл. Попробуем найти его в компьютере. И нажимаем правой клавишей мыши, выходит окошко. И прожимаем Reveal in Explorer. Вот он, этот файл, который мы искали. Здесь он размещен. Так, дальше идем. Давайте сделаем такую вещь. Спрячем файл сюда и вернемся. Выходит окошко. Такое вот. Вот этот файл. Он потерялся у нас. И вы будете очень часто тоже сталкиваться, ну, по крайней мере, часто, не часто, но вы можете сталкиваться с такой проблемой, что вы случайно переименовали папку или еще что-то, или куда-то удалили, в корзину закинули, и какой-то из файлов выдаст вот такую вот ошибку, он его не будет находить. Он даже отмечается тут курсивом в меню Project. Что мы делаем? Прожимаем на тот файл, Replace footage, файл. И мы должны найти тот путь, где расположен этот файл. Вот он. Выделяем его, указываем. Давайте обратим на эту информационную дорожку. Вот. Если мы пропишем информацию о файле, да, он ее будет показывать здесь. Он ее, то есть, найдет. Но у нас очень длинные названия, это прописывать я все не буду. Но есть чаще всего используемые прописи. Одна из прописей used. Когда вы прописываете used, он показывает те файлы, которые используются в композиции. Если мы пропишем unused, он напишет те файлы, которые не используются в композиции. А если мы пропишем missing,
Он напишет те файлы, которые были потерянные, потерялись случайно. Давайте создадим слой. Заходим в Layer. Так, выделим композицию. Так, Layer, New, Solid. Ну, пусть все будет так. Цвет давайте красный. Окей. Смотрите, что произошло. У нас появилась папка. Это папка Solid, слоев. Здесь у нас хранится тот слой, который мы создали. Когда мы будем делать новые слои, они будут все размещаться в эту папку. Так, удалим. Давайте удалим Solid. И есть у нас хорошая штука. Заходим в меню «Файл», листаем ниже, заходим в это значение Dependencies. И вот Remove Unused Footage. Нажав его, он удаляет все футажи, которые не используются в композиции. Прожимаем. Те два файла удалил. Прожимаем ОК. Все, их нету. Остались только те файлы, которые используются в композиции. Ну, в данный момент меню Project мы уже узнали получше. Будем двигаться дальше. В следующем уроке рассмотрим новые вещи.